Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как можно сделать ремешок. У меня вот такая заготовка для ремешка давным-давно покупалась. Я их назвала рыбки. У вас там может быть любая другая, но отрезков у меня будет всего лишь 3. Использовать я буду плетеный шнур 3 миллиметра. Покупался он у меня в магазине Wells, фабрика, точнее даже Wells, города Новосибирск. Может быть, вы о ней слышали. Не такой недешевый шнур, но вот пришло его время. Сначала, так как это ремень, и разные у нас фигуры, нужно определиться, какой длины вам нужен. Я делаю ремень 80 сантиметров длиной, он у меня получился, и отрезаю отрезки таким образом. По бокам, боковые отрезки у меня имеют длину 8 метров, а отрезок посередине у меня имеет длину 6, чуть больше там, ну 6 метров. Вот, это для того, чтобы 80 сантиметров имел длину наш пояс. Если нужно больше, возьмите 9 метров по бокам, 7 метров посередине. Если нужно меньше, возьмите 7 метров по бокам и 5, 5,30 где-то так посередине. Так, у нас, смотрите, мы берем сначала из центральных нитей 2, мы их будем оплетать репсовым узлом, и лучше бы, конечно, вам уметь плести этот узел, так как у нас отрезки сейчас очень длинные, и мы должны будем постараться оплетать ими по диагоналям, создавать узор бриллиант. Он мне очень нравится, и тут он получился таким маленьким. Еще я забыла сказать, отрезки, которые мы отрезали, мы их напополам складываем и надеваем на нашу заготовку ремня. Вот, на наш, бляшку, или как это назвать. Вот, и начинаем плести. Средние нити почему у нас короче? Потому что мы их только оплетаем. И поэтому они у нас не так много участвуют в работе. Мы будем создавать с вами сначала вот такую репсовую крышу, потом в середине создадим квадратный узел, и потом закроем внизу, создастся у нас ромбика из репсовых узлов. Если вы не умеете плести эти узлы или не понимаете, так как я здесь показываю, потому что я тут, правда, не заостряю внимание, на плетении, то под видео все ссылки у меня даны на онлайн-курс, где я обучаю плетению узлов. Это бесплатно, он на ютубе находится, и вы можете попробовать репсовые узлы поплести сначала где-то на отдельных нитях, потому как здесь, правда, очень длинные отрезки. Вот когда мы проделали нашу крышу из репсовых, мы 4 нити, которые у нас внутри, из них создаем квадратный узелок, и потом будем идти и закрывать уже ромбик из репсовых узлов. И так продолжать. На самом деле, конечно, узор можно придумать любой. Единственное, что тогда расход нити потребуется, возможно, либо меньше, либо, наоборот, больше. Но я вот захотела сделать самый обычный, потому что мне всегда, не хочется каких-то изыск, а мне сначала хочется попробовать сделать самый простой, а потом уже подумать, посмотреть, захочется ли что-то иное, потому как мне кажется, что красота, конечно, в простоте. Поэтому у меня достаточно простенький получился такой ремешок. Вот первый ромбик у нас уже получается. Сейчас я его в одну сторону закрою, продолжу плести репсовое плетение. К сожалению, на видео это, что получается, не видно. Но мы просто в одну сторону проделали еще репсовое плетение. И увожу вниз, потому как одна репсовая вот эта вот нить, она будет идти
не нить, а рисунок, вот который репсовый, он будет идти как бы поверх. Вот чуть подальше вы увидите это. Но вот таких ромбов я на своем ремне сделаю 23 штуки. Вот если у вас там меньше, то, естественно, получится меньше. Если больше, то получится больше. Ну вот, как я и говорила, смотрите, уже 3 ромба готово. И вот, у меня, получается, справа идет нить вверху, не нить, а узор репсовым, и вот так вот огибает волной, то есть поверх. И вам нужно продолжать, не нарушая, возможно, рисунок, продолжать делать столько, сколько вам потребуется. Вот, как я и говорила, у меня их вышло 23. Вот такой вот у меня получился поясок. Я внизу уже отрезала длинные отрезки, которые у меня оставались. И сейчас нам нужно будет с вами вторую штучку, которая для ремешка у нас, приделать концы к ней.
Сейчас берем нашу вторую штучку, и у нас с вами 6 нитей. Я беру нить, которая посередине, то есть третью, и завожу ее таким образом, как сейчас на видео показываю. Я создаю здесь лицевое крепление, но с изнаночной стороны. Вот заводить именно так, как я показываю, вы можете также отрегулировать скорость видео на самом YouTube. Если нажмете там в настройках, можно легко поменять скорость, и эта скорость станет ниже, если вдруг вам очень быстро. Потом третью нить с другой стороны, ну как бы четвертую как бы, я также приделываю, и также еще сделаю и пятую, и вторую нить. Таким же креплением все приделаю, а потом с помощью крючка закрою как бы отрезки, я их пропущу сквозь мое плетение, а те самые боковые, первая, получается, и шестая нити, они у меня не будут цепляться за металлическую штучку, они сразу пойдут уже как бы в узор прятаться. После того, как все спрятали, обрезаем, и я еще могу посоветовать здесь каплю клея, например, капнуть, чтобы у нас более держалось вот эти все отрезки. И получается, что наш с вами поясок готов. Мне очень нравится само крепление вообще, правда, очень сильно. И плетение, естественно, обычное такое. Чем можно разнообразить еще этот пояс? На вот эти нижние завитки вы можете таким же этим лицевым креплением приделать нити разной длины, и у вас будет как бы такая длинная бахрома к поясу. Я надеюсь, что вы понимаете, но я об этом подумала потом уже. Вот. Я надеюсь, что вам все понравилось. До новых встреч. Пока-пока.